Так, ну что, всем привет. Микроподрубочная сегодня по Геншину. Хочу пройти ивентик. Больше, наверное, ничего не хочется мне делать в Геншине. Привет, Даша, привет. Такой сегодня ленивый стримец у меня. Чисто, чтобы пройти этот ивент и все. Почему? Потому что, блин, уже начали появляться везде в соцсетях эти видеоролики, эти кат-сцены. Ну, то есть людям вообще, ну, плевать. Они посмотрели первую эту кат-сцену там в 5 утра или во сколько там вышло это обновление и выкладывают уже везде в соцсетях. Не без спойлеров, без ничего просто. Я не хочу ловить спойлеры, я хочу посмотреть это в игре, хочу увидеть сам ивент, поэтому, собственно, я запустил стрим. Так бы я, конечно, наверное, прошел бы эти последние 2 дня за один день на следующей неделе, но, говорю, спойлеры эти сраные не хочу ловить. Женщина с лапками тоже приветствую. Ну, кстати, в этой команде нет женщин с лапками. Здесь он только женщина-робот, женщина-мушкетер, женщина-симп этого самого робота. Точнее, не робота, а божества, которое символизирует этот робот, короче. И пацанчик-неудачник. Все, вот такая вот команда. Блин, я не показываю даже ничего, блин. Забыл экран включить. Нормально. Короче, да. Еще и звука игры не захватывается, ничего. Сейчас звук пофикшу. Короче, да. Пацанчик неудачный. Да, вот этот, короче, женщина-робот. Потому что у Архонта нету физической оболочки, поэтому у нее есть вот этот робот. И вот эта женщина-мушкетер. Это женщина-симп этого самого божества, робот. Но она еще по совместительству генерал ее армии. А этот пацанчик неудачник просто. И он, походу, кстати, как раз родом из этого, из следующей нации, которая будет в Геншине. Натлан. Думаю, что заставка такая долго, потому что, да, я забыл его брать. Шоу неудачник-то. Ну, потому что там, блин, я не помню, где-то в каком-то квесте, короче. Он рассказывал историю, он же приключенец. И он находит эти сундуки с сокровищами. А там вместо сокровищ, короче, всегда какая-нибудь капуста, редька, что-нибудь такое. Поэтому, да, неудачник. Ну и эти анимации вон у него тоже такие. Ну хотя, блин, чё анимации-то, вон даже его удар. Ну, как бы... Тут этот типичный Бен, если чё, просто. Как бы тут... Что поделать? Вот он бьет, а откидывает его. Это, говорю, это прям как я во всех играх. Ну, то есть это как бы... О чем вообще речь, если даже так это работает? Бам. Мы тотемный персонаж, да. Ну, логично. В этот раз ему повезло, тут нормально. Короче, да, вот такой вот персонаж Беннет. Я не помню, это был квест. Нет, по-моему, его собственный квест и был. Разве нет? Сейчас можно в архиве посмотреть. Сегодня вот такой вот будет стрим, да. Я буду тянуть время как можно больше. Чё там? Журнал путешествия или где это было? Не, ну это пятизвездочных персонажей квеста. Это среди встреч. Надо смотреть, видимо, в этом. И вот тоже. Вот он говорит, типа, что он собрал наконец-то свою команду для путешествий, а никого нет. Один ветер свистит.
Чё? Где там эти? Смотреть встречи. Была же встреча Беннета, по-моему, не? Да, вот у Беннета была отдельная встреча. Посмотрите воспоминания. Какой-то он скидку хотел... Блин, я не то нажал. Не получил. Там он дождь пошел вообще. Потому что мы пошли за награды. Там вон ловушки в этом подземелье. Причем вот этот момент смешной, это что в ловушку не сам Беннет попал. Пел. Что-то там он не то попробовал. А вот сам Беннет попробовал. Короче, да, такая история тут. Короче, да, тут много вообще на самом деле вот про персонажей, про всяких. Кстати, почему Барбара, она же вроде позиционировалась как айдол местный, манштатский, но почему она нигде не выступает? Что за фигня? Я как-то вообще не понял, как-то просрали эту историю с Барбарой. Не, ну тут прям встреча, это прям как эти, как свиданка была прям. Чего? А. Собственно, да, она там коктейлем угощала своим особым. Сейчас, да, прикольно тут. А чего у Куки было, я уже даже не помню толком. А, ну да, ее история о том, как она в банду записалась. Почему вообще? Потому что она какой-то там институт закончила, в итоге все равно в банду записалась. Это самая классная картинка. Она в храме даже служила. Блин, вот это, кстати, тоже не помню, что тут было. Гора. Вообще. Я реально не помню. А, вот, да, помню. Как я и Мика его дразнила, вот это я помню. Это было смешно, реально. А можно почитать? Да, она, я помню, она типа дразнила его, и этот говорит, можно твой хвост погладить, или что-то типа того, он сильно смущался, и он ей в ответ говорит, типа, этот, что-то про ее хвост, а она оборачивается, а у нее нет хвоста, потому что она его спрятала. Какая-то такая херня там была, забавно. Ебать, 4К бонус, в смысле 4К бонусов. Вот этот подкаст, да, там, я говорю, там весело было вообще, как она к нему подкатывала. Ну это ж леса, в принципе, что от нее ожидать еще. Игралась. Нет, там не то, что... Ну, кстати, про хвост вот было вот в этом. Блин, короче, прыгаю с мысли на мысль. Там не совсем про хвост было. Она что-то спрашивала, типа, как он ухаживает, типа, за своим хвостом, типа, что он такой пушистый, такой классный, типа, что-то такое. Ну, тоже, да, подкат, как бы. А про потрогать он было в этом последнем квесте. Как он назывался-то? Шинхэ, это, рога Ганью трогала. Короче, да, в этом праздничном квесте. Да, можно музыку, кстати, стороннюю выключить. Пойдем, смотрим еще. Так, сюда, да? Задание. Коршун возвращается в павильон, фига себе. Синень придумал отличный план, как помочь Камину. Блин, а есть где-то, кстати, история
А ведь вообще, по-моему, нету, да? Историю этих квестов-то... Нет вообще. Ивентовых-то квестов вообще нигде нету. То есть, если в архиве можно почитать основные архонт-квесты, да? Сюжеты и все остальное. Дополнительные эти задания легенд. Ну, тоже, которые как свиданки с этими. В основном. С персонажами. А вот эти ивентовые квесты, которые ты проходишь, да, и которые озвучены даже. Вообще ничего нету нигде. Только на моем YouTube канале получается. То, что я проходил на стриме, можно посмотреть. Так. Что там опять надо ждать, да? Ну, естественно, через 2 дня. После 8. Нативная реклама Ютуба, да. Да, конечно. Но только не тот YouTube, который в основной кнопке, а тот, который записи стримов написано. Там записи стримов. На основном канале там мало чего выходит уже. В принципе. Чаще всего просто из-за того, что, ну, я не успеваю, как бы, выпускать видос, вот, например, да, первое впечатление Сянь Юнь на второй-третий день уже не имеет смысла, просто-напросто оно не соберет просмотров и только негатив, ну, то есть каналу даст. Будет убирать. Вот у меня сейчас видос мой последний, он набрал уже 6000 просмотров. Если бы я выпустил на второй день впечатление Сянь Юнь, которые уже все посмотрели в первый день, да, и никто бы не смотрел мое видео новое, то и мое старое видео бы тоже не рекомендовали никому. Его до сих пор рекомендуют. Такие дела. Офигенный YouTube в этом плане, конечно. Ничего не скажешь. Ну и Геншин-то тоже в этом плане очень хорош. То, что собрали команду подлиз, дали им доступ на сервер. Не дай бог, кто что плохое скажет про персонаж, сразу с этого сервера кик. И они уже не попадают вот в этот тренд Ютуба тоже, как бы. Потому что они тоже будут поздно, типа, видосы эти выпускать. И все. Хорошо устроились, конечно, на этой теме. Хуеверс тоже. Ютуб вообще такая, конечно, система. Немножко. Ну, по-другому, в принципе... Типа, как бы сделать это умнее, эту систему, ну, фиг его знает. Как ее сделаешь умнее. Только за счет ИИ можно какого-нибудь умнее сделать, да, который будет более глубоко анализировать эти тренды и так далее. Но это еще не скоро будет. Кто знает, может, еще даже хуже будет в итоге. Забавно, сегодня поднимался тоже вопрос по поводу ИИ, что ИИ, как только, типа, люди почувствуют опасность, исходящую от ИИ, сразу его, типа, запретят там или какие-то пропишут правила. Но весь прикол с ИИ то, что когда человек почувствует опасность, исходящую от ИИ, уже будет поздно просто, мне кажется. То есть люди немножко не понимают, ну как, я не помню, кто-то рассказывал, тоже на Ютубе поднимал эту тему, то что у человека в восприятии мира есть такая вот гуманизация всего и вся, да, то есть человек примеряет свою схему мышления там на животных, тот же самый искусственный интеллект. Но искусственный интеллект действует совсем по-другому. Он мыслит совсем не как человек. Поэтому есть такая тема, что может быть слишком поздно реально, когда человек почувствует, что и от ИИ может исходить опасность уже, и там уже захватит все, может быть, к этому моменту. Кто знает.
Он пропишется там на всех основных узлах, так скажем, да. Так что тут, да, опасная тема очень. You've certainly gotten an early start this morning. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect, you're all here. There's an important commission I need your help with. Alright, I've got the time. Where are the goods? Well, it's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liyue Harbor. A very important client has requested to meet with him. Sure. What's this merchant's address? Here. If the client's that important, then this must be a very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. Я пока не чувствую, он просто выдает уже известные факты. Надеюсь, он так и станет крутым помощником. Я тоже надеюсь, но... Да, есть намеки уже на то, что... Ладно, не важно. Все, сложная тема. Я буду надеяться, что просто люди, которые пишут этот искусственный интеллект, они умнее меня, и они, видят границы искусственного интеллекта и правильно их прописывают, в конце концов. Все. Короче, ладно. Про эту тему можно долго говорить. Тут праздник у нас. И план по примирению камина с семьей, походу, уже в действии. Человек вообще любого инновацию может свести на нет, вспомни появление компа. Полно доступны все знания мира. Да, давайте их используем для того, чтобы создать сайт Rule 34. Просто. Не, в принципе, та же фигня и что и вообще с любым крупным изобретением. Всегда человек превращает то или иное изобретение в способ своего убийства, в конце концов. То есть те же самые машины, да. Компы, которые убивают людей, физически крайне редко, конечно, когда там корейцы всякие, да, сидят по 3 суток за играми и умирают от обезвоживания или еще чего-нибудь. Но вот именно морально и интеллектуально компьютер, да, очень много убивает людей. Потому что зачем что-то помнить, если можно всегда загуглить? То есть вот это самое такое примитивное из этого всего. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Пижама. Здравствуйте. Привет, Кирилл. Блин, опять такие серьезные темы. Тут праздник вообще-то. Мы должны Новый год праздновать. А тут такие темы. С рулетом на балконе, ваше мнение? Норм тем. Ну, я бы сейчас, кстати, на балкон фиг бы высунулся. Там такой ветрюганный, он нахер меня ж сдует нафиг. Точнее, сдует рулетик. Не, того не стоит. Так, я в деле. All right, don't work too hard now, Longjo. We'll set off then. Блин, почему коршун? Че за... О, кстати, статую поставили. Статуи раньше не было.
Только сейчас заметил. Камин, да. О, меня тэпнули. Вау, даже бежать не надо. А я хотел на статую посмотреть. Ну ладно, потом, если не забуду. You're a bit quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there. I'll take a rain check on that. Я в чат Hello. залетел. You must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. Чё? Dad? Вот это план. Конечно. Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. Let's go. Так, да. Чел реально зовут Иптак. Неудивительно, что у него сын Камин. В принципе, с таким-то именем. Блин, кстати, я забыл совсем про смолу и все остальное вообще. Про то, что ты в телеге скинул, я уже видел. Забавно довольно. Читать такие вещи, блин. Особенно того, кто в полете переобувается. Ad Astra. Ну, ты сам на кого на Твиче смотришь? Ну, кстати, да, пижаму я смотрел. Правда, он не стримит больше. Ты был на всех моих 3 стримах, да-да-да, именно так. А вообще Мэла я сегодня с утра смотрел. Я в основном смотрю Мэла только в последнее время. Я, правда, вот еще смотрел этот Тимофей немного, Аукус, там прикольные моменты были. И он тоже любит видосы всякие посмотреть, что я обычно смотрю на Ютубе тоже. Потом, что еще? Ну, этого Медового смотрел. Вот этот марафон хорроров у него был свой, забавный. Мне понравилось. We've been walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. Gaming, don't you usually have some delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them. I'm fine. Thank you. But the winter melon cake he gave us last time was so delicious. Have you ever tried it before, Mr. Ip? Paimon. Можно еще стримить, я не знала, пропустила. А я, кстати, помню еще по пубгу стрим, и что-то там про курьера было в названии, по-моему. Если я правильно помню. Классный был стрим, кстати. Он там всех разваливал просто. This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? Huh? What about you? You're not going to
to join us? I'm not tired. I'll keep watch. Oh, but Just let him go. okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? It appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Серьезно, блин. Эти двое. Present your exquisite ornaments at once. Indeed, bring them forth readily and without protest. Ah! What do we do? It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do. Какой накал страстей. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. Don't think I'm gonna let you off so easily. Away! Let us away! Coming! Блин, они реально косят под аниме, прям жестко очень. Paimon's Те эффекты. down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But Coming, if he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such dangerous situations. We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush. Блин, это такое клише во всех играх, просто жесть. All is going to plan. Чё будет челу, который умеет управлять огнем? Ну, то есть реально какие-то два бомжа и чел с пировиженом, который умеет огненной силой управлять. Чё, блин? Жунли. Sir, please listen to me. Серьезно. Your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Если чё, это, короче, архонт местный. Если кто не в курсе. Acting in broad daylight. Oh, Он скрывается под личиной обычного этого. Ой, вот. I Да, see. это смешно, да. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Nope, no need. Paimon's fine. She just, had some cake stuck in her throat. Он уже должен был догадаться, наверное, просто делать вид, что ничего не If понимает. there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. Наемник, сопровождавший нас, уже у них на хвосте. Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise. Wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? That would be lovely. Блин, это очень смешно, конечно. Но это, говорю, это прям вот... Я смотрю аниме, вот в каждом втором аниме, которое я смотрю, ровно такие же ситуации, где какое-нибудь божество, блин, вот в такую ситуацию как бы попадает совершенно... Ну, короче, очень смешно, да. Команда мечты в PUBG. Роман еще кто-то у нас в PUBG был идеальное понимание. Роман думал головой, я бегал, убивал. Ну да, потому что я не умею стрелять, к сожалению.
Пытался хоть как-то компенсировать. Я пытался вычислять, где будут враги, а где не будут. Короче, да, блин, Геншин хорош тем, что, говорю, он такой тоже аниме смешное. Uncle Ip does have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, they have no doubt had to face many hurdles along the way. Ones not so easily understood by spectators such as ourselves. Я не могу расслышать Камин в их речах, простите. Я не знаю, как русские переводчики это услышали. Если, блин... Бля, а у меня еще, может, даже осталось. Я не знаю. Сейчас. Я не помню. Со стрима разработчиков. Где сами разработчики, китайцы, произносят его имя. И они произносят его как Жа-Мин. Ближе к этому, короче. Ща. Я уже удалил запись или нет? Сейчас гляну. Быстренько. Быстренько не получается особо. Да, походу уже удалил. Слишком много занимало места. Поэтому да. И больше нет. Только на Ютубе. Короче, да, я уже говорил об этом не раз, то что в английской версии Гамин, в корейской, в японской, везде Гамин через Г. В китайской, говорю, это ближе к Жа тоже, но тоже похоже очень, что-то между Ж и Г они произносят. У нас Камин, я не знаю почему, я просто понять этого не могу, как, просто как. Они придумали какие-то свои правописания китайских. Ну, я не знаю просто, как они это оправдывают, в принципе, переводчики. Просто, ну, я говорю, у меня в голове не укладывается, где они это взяли. Ну, то же самое, я уже говорил, у меня уже не раз пригорало с переводчиков, то что они какую-то херню придумывают, выдумывают от себятину постоянно какую-то. Ну, тут тоже, опять же, та же самая история с этим камином. Не понимаю, в чем была проблема его назвать Га-Мин. Ну, то есть, все равно это ближе было бы к оригиналу. Можно было бы Жа-Мин его называть, в конце концов. Но камин, не знаю, как у них это вышло. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That is a rare attribute indeed. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. Дядюшка Ип. Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. Well, he's a hard worker. Yes. You should be sure to tell him you think that when he gets back. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. Блин, как кадр снова This словить? thing between us has festered for many years now. In truth,
There are some things that simply aren't easy for us to talk through. Я чё хотел кадр словить крупным планом, сейчас Джин Ли показали. У него в глазах такие же круги, как у Камина. Тут еще вопрос, кто чей сын на самом деле. Потому что реально паттерн, вот эти круги в глазах, у этого чела такого нет. And I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wushou dancing. It made me happy. But I was also worried. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? My concern is what happens when you get old. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. That I was right not to give in. I often regret introducing him to wushou dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom. Perhaps I have misjudged your age. Ему там всего 5000 лет. Your words are too kind. Truth be told, one of my old friends has several grown daughters. Rather than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. Then she's more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Ipdak. Sure. So, do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. Сколько будешь стримить? Да сейчас пройду эту фигню и все, наверное. Потому что не знаю, что тут еще делать особо в Геншине. Неохота заниматься зачисткой карты и прочей фигней, тем более на стриме. Ну, я говорил, я запустил чисто потому, что уже спойлеры выкладывают в интернете. Хочу сначала сам посмотреть, чтобы не наткнуться все-таки на спойлеры. КС хорошая идея, да, наверное. Наверное, есть в этом смысл. Я говорю, сначала хочу пройти это. Ну, тут не сильно надолго, сколько тут час может. You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery. You never know what surprises could be in store. Things can change in the blink of an eye. The blink of an eye, you say? Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. As a father, I'm sure you know that best. Yes, you can say that again.
One second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. Zhongli certainly has a way with words. Oh, Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Huh? Oh, okay. I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? So that's how we're starting off? Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow, I was never able to close that distance. People with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. Это не бандиты, And это I told them they would адепты. make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Забавно. Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? Ну да. Раскусил нас. I appreciate it, I really do. But this conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits, and I was able to subdue them and show him what I was capable of, it wouldn't change anything. You've seen the way he talks to me. It's not like that at Поэтому all. так удачно, I что really подвернулся can't Жен-Ли здесь. see the way he talks about Господи, you when это you're not дело. around. Zhongli was talking things through with him, and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. А ты тоже будешь продолжать молчать? You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? Will that even do anything? I'm not sure talking is enough. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste it. Listen to us. It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? Пытка не пытка. I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? Да ладно, это ж не алкоголь. Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. Ahem. Zhongli? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. Oh, I hope I didn't keep you.
My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. Важные дела, например, запускать воздушного змея в виде призрака. Treat you to dim sum. It would be an honor. Или раздавать купоны на скидку. You two have Два по цене одного, блин. Покиньте место чаепития. Should we sit? Sure. Ага, то есть они будут разговаривать один на один. Мы уходим. Провожаем Жанли. Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. You never change, do you? Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. So, you're here too? I've been here the whole time? A ghostly kite. Could that elusive Director Who be coming to Wangshu Inn once again? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Zhongli, I might as well go pay my respects. It's you. I thought you were Director Who. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. In truth, I'm here because Director Who dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Забавно, что в сюжете одни Am I адепты и wrong? эти. Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Xiangling, perhaps. What do you think, Xiao? I've only met Director Who a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again, when you are otherwise unoccupied. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Who tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. Это смешно, как они на серьезных щах это обсуждают. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Who. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask earlier because the situation was awkward. I would hardly say I roped Xiao into anything.
I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Seems like our pool of competitors is growing. Это что получается? Сяо перестает быть Dead Inside и становится обычным челиком. Но это же его фишка. В смысле? Как так-то? Соревнования сейчас не самое Do you важное. like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a kite gradually ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like shell lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant form of relaxation. Have you ever thought about making a kite, Xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Menogius was the only Yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. Договорились. А, я, кстати, недавно узнал, кто озвучивает Сяо в английской озвучке. Это очень смешно. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying village in a Смешна сама ситуация в If you плане have the того, кто time, озвучивает. perhaps you could also make the trip. И кто If фанат you happen to run into her, этого you can pass персонажа. along your regards in person. We'll keep that in mind. Take care, Zhongli. See you later. See you next time. Coming. You can go first. Какая оживленная беседа. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. I can't say I support that decision, but... Hey, Да дослушай let ты. me finish before Сначала. you get all worked up. Sit, Shinhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea, or would you prefer something else to drink? No need. I'm not tired. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Сейчас пример показывать будет образцовую семью. Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Xianyun and Shanhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just take a seat and see what happens. Perfect. I just so happened to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. Oh, forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. Are Auntie Xianyun and Shanhe serious right now? Головой об стол, нормально. Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shenhe's various eccentricities. What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by good companions. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. The poor child. Her one friend can't even talk. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all.
Perhaps I've been too hard on him. Let's move on, shall we? Do you have any plans for today, Shenhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way? Развлечение. That is what you ask of me. Then that is what I shall do. Аж подавился, Have some бедняга. tea. Or no, wait. Let's not have any just yet. Yeah. I simply can't listen to that any longer. Coming. I'd like to finish what I was trying to say before. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. But you'll have your entire family around you. Your aunts, uncles, they'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. Just think about it, okay? You don't have to decide now. Dad really has changed a lot. He would never have said these things to me before. But thank you, Dad. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made up by now. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Did Xianyun's plan not work after all? Hey you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting with some friends and didn't realize how much time had passed. Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown a lot taller, hasn't he? Блин, ну детей разговор этих двоих, конечно. Master, did I say something wrong earlier? I tried to go along with your questions, but when I saw how you and that man reacted, I started to wonder. Not at all. Certain unforeseen variables may have presented themselves along the way, but the outcome proved favorable. The plan was a success. Then I helped? Naturally. Your purity of spirit is one of your greatest strengths, Shenhe. You need not change who you are. Да, кстати, ну, похожий персонаж сейчас аниме там завирусилось еще в ТикТоке. Музычка с этого аниме, которая как она в русском переводе «Магия Мускул» называется. Он тоже такой же чел. Прямолинейный. И тоже силач, как и Шеньхэ. Забавно просто. О, Шарлотта. You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. Кстати, я что-то вспомнил, на Reddit кто-то выложил, и, по-моему, как раз в ветке про Кицин, где Шарлотта говорит, типа, Кицин пригласила меня, типа, к себе, и там, типа, чел пишет, типа, почему он, а не я? Блин, очень смешная тема. Я что-то вспомнил этот мем. Ну, там, естественно, он в другом ключе это пишет, типа, но забавно просто. Я как мейнер Кицин поддерживаю, да, эту тему. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird.
I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontanians are big tea drinkers too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course, of course. Please follow me. Is this person also involved in your plan? А ты как думаешь? Она очень важный клиент. Here, I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. You sure know all kinds of cool and important people. Over here! Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. Че они еще придумали там? Вроде ж так все уже получилось. I take it that all is going well? Don't worry, Shenyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. Auntie Shenyun is really something. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanhe appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. I still have a lot to learn. As for the next step, Oh no! What's wrong, Gamin? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. fret not. Reimbursements will be made. Exactly. Think of it more as Это на его чай она жаловалась. Gather the Mora so that Целую Charlotte can партию place the купила order. его. She's gonna bring it back to the Steambird as a gift, as well as a sample of the regional specialty. Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin to roll in, getting our Mora back will be a piece of cake. Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose more on my behalf. I'll pay you back right now. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment, are there not? Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble for all of you. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. Whew. So, it's like this. Got it. Just leave it to us. Let's split up and make it happen. We need to do those things we talked about, but we also still have the kite flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabobs or whatever they're called? We can attach it to our kite. Блин, я уже говорил, что эта тема странная несколько, чтобы из воздушного змея, блин, делать дрон просто. Механизмы какие-то там. Hello again. Welcome back! I see you returned from your trip. I really do have to thank you for all your help from before. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her grandmother that very same day. She even wrote a long letter telling me how much she loved it. Oh, you should really be thanking Gaming, not us. I'll be sure to. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from
Fontaine. Do you sell them separately? Ah, yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. It doesn't feel right for us to just take it. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting for you. All right then, thank you. Блин, а когда же момент будет из трейлера? It's done. В стриме показывали. Вообще первым делом показывали Хутао. Потом Хутао говорила с Жанли о том, что у нее новая подруга, типа это, как ее, Фурина. Появилась. А этим... Этой фигней даже не пахнет пока вообще. Главный герой этого ивента пока что Камин и его семья. Chi-Chi, we're almost there. Okay. Come here, allow me. The lantern rite is as festive as ever. Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith? What's that? Have I taken that many pictures already? I need to load more film. Wait, the wind. Oh my gosh! Mommy, I want a big kite like that too. Do you see that kite way out in front? It's so beautiful! Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite.
performance was so cool, Paimon almost wanted to join in. You saw that, right, Traveler? Let's go find him. Oh, he's over there, talking to his dad. Ну и пусть разговаривает, не надо им мешать. Вообще, как всегда, да, конечно, катсценка. Красотища, просто красотища. Пререндер этот. Они всегда, я уже говорил, уделяют особое внимание всему, что связано с Лиюэ, в том числе празднику морских фонарей. Но это у них главный праздник, в принципе, так что логично. И да, в принципе, только там и его и празднуют в основном. Так что логично, наверное, да, то, что столько уделяется внимание именно Лиюэ и этому празднику, то что это их главный праздник. Китайский Новый год. У них даже Новый год получается свой собственный. Ну да ладно. В общем-то, точнее, как он по-правильному называется, типа Новый год по лунному календарю или что-то типа того. Такая история, да. Вообще. То есть по всеобщепринятому, как бы, понятно. 31 декабря, конец года, 1 января, начало Нового года, вот это вот все. Вот. У них особый праздник. Ну, тут, короче, у американцев каких-нибудь Рождество свое тоже, да, главный праздник. У этих свой китайский Новый год, блин. Все по-своему. Вообще, зачем мы реально идем к ним? Ну, они разговаривают, у них все хорошо, значит. Они разговаривают. Если они не орут, то значит все хорошо. А вообще еще должен заметить, смотря на его выступление, как он скачет по летающим фонарикам, по крышам домов. Чел реально переживал за него, что его могут избить 2 бомжа каких-то рандомных. Типа, по дороге сюда. I think I'll head off now, if that's okay. Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Dad. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wushou dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind. And much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... to me, Gaming, you've always been a great kid. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or...
Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Ты тоже постаралась, Паймон. Тебе и правда есть чем гордиться. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you soon. Мне сейчас один вопрос появился. А почему Китсен была не в своем вечернем наряде, а в обычной одежде? Что за фигня? Нафига ей костюм делали-то? На один раз, чтобы один раз в этой катсцене она вышла красивая и все. Smile you've got there, Gummy. Really? It's nothing to be embarrassed about. Чем планируешь заняться? I'd like to find and thank Auntie Xianyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Че, это все? Не понял. А чё за тема была реально? Там же реально Фурина была. А где, когда? Чё за фигня? Не, ну понятно, еще 4-я часть какая-то будет. Какое-то послесловие, видимо. Ну, праздник-то уже отпраздновали, получается, все. Или я что-то не понимаю. Ну, древники сделались, отлично. Ой, не, их детство, не. Я уже наигрался с детишками в этой игре, блин, ну их нафиг. Самый тупорылый квест всегда, блин. Add Astro. Thank you for Ну, собственно, и все получается, да. Там можно собрать уже награды, я так понимаю, и получить как раз костюм Сэнсю. Опять же, не было Сэнсю, где его костюм не показали в катсцене. Не было как раз вот этого диалога Хутао с Жанли. Где это все? Когда? Ладно, побегаю эти. Наградки пособираю. Точнее, просто их разблокирую, соберу их завтра вместо дейликов, опять же. Сейчас. В принципе, еще 16 дней до конца ивента. Но послезавтра, я так понимаю, еще будет сюжет. Я надеюсь, по крайней мере. Давай, бумажный театр. Последние 3 уровня. Когда Гоба и Гуэ находятся на стартовой тележке, тележка может толкать другой персонаж, позволит добраться до особых мест. Ну, то есть все, что мне нужно сделать, это вытолкнуть эту тележку сюда и все, да? Чтобы добраться до ключа.
Серьезно, ему не хватает этого. Ну все, 4 хода, ну. Короче, да, так не работает. Как мне бы хотелось. Ну и срань, конечно. Этот тупики вообще. Конец. Так, а можно как-то вернуть все с самого начала? Куда он вернет? Блин. Можно как-то уровень сброс сделать? Да, спасибо. Так. Ну, вот это был правильный ход, вот это я точно могу сказать. Очевидно. Или нет? Типа сначала надо этот ящик подвинуть туда. Ну, Гоба же не вытолкнул. Ну и все, получается, теперь надо просто вытолкнуть этого сюда. Не хватает. Не хватает на одной клетке, блин. Всё. Офигеть, конечно. Дотянется? Не дотянется теперь он туда. Потому что тут тоже одной клетки, сука, не хватает. Куда, блин? Ой. Такая срань, конечно, с этим игрой.
20 раз туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда его. Не хватает, серьезно. Вы издеваетесь. Блять, кто, сука, это придумал, блять, эту ебаную систему говна? Блять, съебало. Писку. Просто серьезно, меня просто доебала эта система говна. То что, блять, ебучий бэктрекинг туда-сюда, просто, блять. Сука. Чтобы сделать, блин, что-то нормальное, не давай туда-сюда, блин, херачить. Это ж так интересно и замечательно просто. Гениально же придумано просто, блин. Я не знаю, у меня терпения не хватает на этот кал уже просто, серьезно. Ну это реально кал. Сука. Какая же конченая хуйня просто, блядь. Давай на 20 ходов вперед продумывай это говно, это ж так классно, блин. И нету кнопки рестарта уровня, если ты где-то ошибся, чтобы начать все сначала, где ты увидел уже ошибки, чтобы их исправить. Нихера, нет, 20 раз надо нажать на кнопку, чтобы, сука, эти ошибки исправить, блядь. Ну вот просто и что я здесь должен сделать? Вот объясните мне, дебилы конченые. Серьезно, я, блядь, должен сначала этого хера толкать куда-то. И что толку, что я его оттолкал сюда, и что дальше-то? Или я должен, сука, туда-сюда их толкать? Да я должен их туда-сюда толкать дважды, вот просто, вот, чтобы вы понимали, да? То есть я должен... Блядь... Какой же это кал просто. Серьезно. А теперь я не могу этого оттолкать обратно. Не хватает, просто не хватает ходов, чтобы его оттолкать обратно. И поэтому я должен... А что я должен здесь сделать? Я не знаю, что я здесь... Как я его, блядь, обратно теперь оттолкаю, этого дебила. Чё это за кал? Сука. Загадка, мать её, блин. Толкай сюда, толкай туда, толкай обратно. Вернись на 20 ходов назад. Не, говорю, мне просто надоело уже эта херня. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда бегаешь, блин. Ой. Я сгорел просто уже в конце. Ну, реально надоело просто этот кал однообразный. Его, блин, насрали просто, блин, 20 уровней, сука. 4 уровней хватило бы за глаза. Нет, у них 9 насрали, блин. Одно и то же, просто бегаешь туда-сюда, туда-сюда.
Это самое нормальное на самом деле. Что здесь есть. Так, туда надо пройти. Я уже ничего, кстати, не помню, чё куда здесь. А, блин. Можно как-то рестартануть это, когда я... Естественно, нельзя. Естественно, ты с самого начала должен ходить. Не хочешь конвой? Да тут фигня уже осталась. Блин, вообще не идет херня. Один раз сбился и все. Конвой это круто, на самом деле. На стриме нужно. Даже. Я уже почти прошел этот ивент, кстати. Что там еще мультиплеерный этот остался? Кроме вот этих шаров собирания. Так, ладно. В принципе, я все награды собрал. Даже при том, что я 2 раза зафейлился. Где-то там сошел с маршрута. Ну это ж в самом низу, да? Чекпоинт. Понимаю. Так, который мне вот этот нужен. Привет, Никитос, привет. Это что, Дейли какой-то? Товарный аэростат, да, сейчас. Сейчас я пойду, блин, товарный аэростат защищать. Заняться мне больше нечем, что ли. Кстати, а где тут ивент с этим... Как он? Пропхантом, который был. Почему его больше не делают? За херня. Он последний раз был реально уже года 2 назад. Да? По ощущению. Самый нормальный мультиплеерный ивент, кстати, был в этой игре. Ладно, все, не хочу я ни мультиплеерных ивентов, ничего, я опять буду просто гореть. Потому что будут появляться соперники из воздуха, как всегда, из-за этих рассинхронов. Все, к черту Кеншин. Хватит на сегодня. А это еще что такое? Код какой-то. А, это сегодня в этом телеге дали код, я его активировал. Принес кучу всяких блюд. Понимаю, это
Весь праздник, опять же. Я вот даже не знаю, блин. Стримить, не стримить, закончить. Ну, я говорил, что стрим короткий будет, в принципе. Я пройду эту фигню и все. Не буду я, наверное, конвой стримить. Это сразу бан на Твиче. Если такое стримить. Хотя, с другой стороны, повод уйти на YouTube окончательно. В общем-то, да. Не хочу я ничего, кроме Геншина, стримить. Поэтому, да, всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.